Приветствую всех на канале. Алекс Моторный продолжает знакомить вас с последними новостями, оперативной информацией о том, что происходит в городе Харькове. Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в Харькове. Этой ночью, 6 февраля 2025 года, российская армия дважды обстреляла город Харьков. Ударили беспилотниками по Киевскому и Новобаварскому районам. Один из ударов пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков. Информация о пострадавших не поступала, но большое количество торговых павильонов пострадало. Барабашова отстраивали по крупицам. После пожара 22 года, который здесь случился, и мы лично тушили его здесь, это первые 3 прильота были Іскандера. Враг знову запустив на нас дрони. І знову пострадав Барабашова. Дуже сильно пострадав він на цей раз. Люди пострадали. Вони по крупицям і так місяця, які торговлі немає. Людей немає. Ви зрозумієте, у людей грошей немає. Торговлі немає. І знову люди погоріли. Ось така ситуація случилась цієї ночі. А чуть позже еще один дрон попал по транспортному инфраструктурному предприятию в Новобаварском районе Харькова. Перед этим, в ночь на 5 февраля, войска Российской Федерации ударили беспилотниками по Салтовскому и Основянскому районам Харькова. В результате одного из попаданий горела крыша нежилого здания. Это бывший роддом, памятник архитектуры, построенный в 1901-1902 годах по проекту инженера Вадима Коляновского в соавторстве с инженером Денисовым. В 2002 году он был назван именем Максимилиана Гельфериха, который построил его за свои средства и подарил Харькову, как отмечает мемориальная табличка на здании. «4 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Погибли 6 человек, пострадали более 50. Повреждено админздание, которое, кстати, только недавно восстановили за 180 миллионов гривен. Кроме этого, пострадали жилые многоэтажки, находившиеся в эпицентре прилета. Ну давайте поговорим и о других новостях. Улицы Серповой в Харькове больше нет. Ее переименовали в улицу спецподразделения «Кракен». Решение приняли 5 февраля на внеочередной сессии городского совета. Улицу переименовали во исполнении требований закона Украины об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине. Харьков купит 30 электробусов и будет платить за них 22 года.
Европейский инвестиционный банк предоставит Харькову 15 миллионов евро на покупку электробусов. Такое соглашение утвердил Харьковский городской совет о передаче средств займа, заключенное с Министерством финансов Украины и Министерством развития громад и территорий Украины. Планируется приобрести 30 электробусов. Общий объем суды составит до 15 миллионов евро, а срок погашения до 22 лет, включая льготный период до 5 лет, сообщили в Харьковском городском совете. Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал, что город будет внимательно выбирать поставщиков и будет обращать внимание не только на цену транспорта, но и на стоимость сервисного обслуживания и другие аспекты. Количество аптек в Харькове выросло на 10% за год, а самой старшей уже почти 150 лет. В городе работают 534 аптеки, большинство из которых оборудованы альтернативными источниками питания. Об этом сообщили в городском совете. Самая первая полноценная аптека появилась в Харькове в 1778 году, а в 1877 году на перекрестке современных улиц Урицкого и улицы Грековской открылась 8-я по счету свободная аптека в городе. В сентябре 2014 года она превращена в аптеку-музей. В одном из недавних выпусков на канале я рассказывал, что артистам театров в Харькове не платят зарплату, а театрам нечем платить коммуналку. Так вот, Харьковская филармония и 5 театров не будут платить коммуналку. Решением горсовета их освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 января 2025 года. В указанный период учреждения культуры не будут оплачивать услуги, предоставляемые коммунальными предприятиями Харьковского городского совета. Это отопление, вода, канализация и вывоз мусора. Льготу получили Харьковская областная филармония, Харьковский академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Шевченко, ТЮЗ, Академический драматический театр имени Квитки Основьяненко, а также Харьковский государственный академический театр кукол имени Афанасьева. Еще такая интересная информация: в Харьковской области в 2024 году 415 человек изменили имена. Об этом сообщили в Минюсте Украины. Среди примеров изменения имен: Ярема отныне Яремия, Екатерина Кассиопея, Анна Лолита, Юлия стала Кирой, Ярослав Юсуфом, а Александр Сулимом. И в Харькове наконец-то пришла зима, выпал снежок. Но январь 2025 года был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. За месяц синоптики зафиксировали 6 температурных рекордов. Для озимых культур такое потепление на пользу, а вот живущим в неволе животным придется менять рацион питания. Из-за чрезвычайно теплой погоды этой зимой животные, обычно впадающие в спячку, изменили свой образ жизни. Так знаменитый байбак-прорицатель Тимка III не смог полноценно заснуть. Поэтому и будить его на день сурка 2 февраля не пришлось. Правда, в таком состоянии, от бодрости до полудремы, семья сурков в Великобурлукском районе находится уже 3 года. Взрывы от близких военных действий влияют на степных животных гораздо хуже, чем теплая погода. А в харьковских зоопарках так вообще начали просыпаться медведи. В экопарке, например, бодствует гималайский медведь Дейль. Он то впадает в спячку, то выходит из нее, поэтому вполне возможно, что животное еще уснет.
и территория Харькова появится в Закарпатье. Харьков получил землю под строительство оздоровительного комплекса в Хустском районе Закарпатской области. Об этом сообщили в Горсовете. Соответствующее решение депутаты приняли 5 февраля на внеочередной сессии Горсовета. Земельные участки расположены на территории Пилипецкой громады. Комплекс будет предназначен для отдыха и оздоровления детей, работников коммунальных предприятий и других жителей Харькова.